Вы будете в шоке, когда узнаете о том, какую удивительную разработку представили японские инженеры из компании Toyota. Эти ребята смогли создать воистину удивительный двигатель, который работает на самой обычной воде. Сегодня я расскажу подробнее о том, как он работает, какая у него производительность, с какими трудностями столкнулся производитель и где его можно использовать. А в конце ролика я расскажу, почему, даже имея готовые образцы, мы не скоро увидим такой двигатель в продаже. Приятного просмотра! Первый в мире. Позвольте представить вам Toyota AquaDrive, первый в мире двигатель, работающий на воде. Когда я впервые услышал об этом, я не мог поверить своим ушам. Как вода, которую мы пьем каждый день, может стать топливом для автомобиля? Это звучит как научная фантастика, но это реальность, которую создала команда выдающихся инженеров и ученых из знаменитой компании Toyota. А их изобретение AquaDrive – это не просто новый двигатель, это символ перемен и надежды на лучшее будущее. По крайней мере, так о нем пишут в сети. Но так ли это на самом деле? В этом я и хотел бы разобраться сегодня. Но сначала давайте поймем, как работает этот двигатель. AquaDrive использует передовую технологию гидролиза для преобразования воды в чистую энергию. Лично меня поразило то, насколько этот процесс элегантен и эффективен. Вода поступает в систему, где с помощью специального катализатора она разделяется на водород и кислород. Затем водород используется в качестве топлива, обеспечивая мощность двигателя, а единственным выбросом является водяной пар. Представьте себе, никакого углекислого газа, никаких вредных веществ, только чистая энергия и чистый воздух. Производительность. Вы, наверное, задаетесь вопросом, а что насчет производительности? Я сам был скептичен, пока не узнал о первых тестах автомобиля на этом двигателе. Разгон до 100 км в час занимает всего 7 секунд. AquaDrive работает тихо, но при этом ощущается мощь и плавность хода, присущие лучшим моделям Toyota. Управление интуитивно понятное, а отклик на педаль газа мгновенный. Очень впечатляет баланс между экологичностью и динамикой. Те, кому посчастливилось побывать за рулем этого автомобиля, чувствовали себя уверенно на дороге, зная, что не жертвуют ни скоростью, ни комфортом. Но самое важное – это влияние на окружающую среду. Каждый километр, пройденный на AquaDrive, создает внушительный вклад в сохранение нашей планеты. Отсутствие вредных выбросов означает, что мы можем дышать более чистым воздухом, а использование воды в качестве топлива снижает зависимость от ископаемых ресурсов. И это вам не современные электрокары, на производство которых требуется потратить огромное количество ресурсов, которые отравляют нашу планету. Более того, для производства электричества для таких машин расходуется огромное количество угля, а выбросы в атмосферу превышают все допустимые нормы. Кстати, на эту тему я уже делал ролик. Сравним с существующими технологиями. Вообще, самое важное, что люди смогли получить от этого изобретения, это то, что теперь не будет никаких выбросов в атмосферу. И тут я бы хотел остановиться чутка подробнее. Традиционные автомобили с ДВС используют бензин или дизельное топливо, сжигая его для получения энергии. Этот процесс неэффективен и сопровождается выбросами углекислого газа и других вредных веществ, способствующих загрязнению окружающей среды и изменению климата. Хотя, думаю, вы и сами прекрасно это знаете. Электромобили работают на электроэнергии, хранящейся в аккумуляторах. Они не производят выбросов во время движения, что делает их более экологичными. Но и это только на первый взгляд. Какие еще есть двигатели? Ну, к примеру, гибридные. Они сочетают в себе ДВС и электрический двигатель. Это позволяет снизить расход топлива и выбросы по сравнению с традиционными ДВС. Однако гибридные автомобили все еще зависят от ископаемых видов топлива и имеют сложную конструкцию, что может увеличивать стоимость обслуживания. Еще есть водородные двигатели. По сути, они работают так же, как и эта удивительная разработка. Правда, в них используется водород, а не вода. Достать его в разы сложнее, хранить опаснее, да и использовать неудобно. В общем, вариант тоже не самый лучший. А что насчет AquaDrive? Пожалуй, на данный момент это самый идеальный вариант. Все, что нам нужно – вода. Выбросы почти отсутствуют, что, как по мне, существенный плюс. Какие могут возникнуть проблемы? Но знаете, что меня больше всего напрягает? Да то, что могут возникнуть большие проблемы у данной разработки. Компании, которые разрабатывают новые двигатели для замены традиционных двигателей внутреннего сгорания, часто сталкиваются с рядом проблем, которые тормозят их развитие и массовое внедрение на рынок. Эти проблемы можно условно разделить на технологические, экономические, инфраструктурные и социальные. И тут я бы хотел рассмотреть все по порядку. Одной из главных проблем является достижение
необходимого уровня энергоэффективности, сопоставимого с современными ДВС. Новые технологии, например, электрические двигатели, двигатели на водороде или гибридные решения, требуют серьезных инноваций в области хранения и передачи энергии. Например, электромобили зависят от аккумуляторных батарей, которые либо слишком дороги, либо имеют низкую емкость, что ограничивает их пробег на одной зарядке. Благо, Aquadrive решает уйму проблем, ведь его производительность очень крутая. Но я все равно переживаю над одним моментом. А что там с надежностью? Многие разработки в сфере создания новых двигателей сталкиваются с еще одной преградой. Обслуживать новые силовые установки дорого, сложно и часто невозможно. Но, как заверяет Toyota, с этим также не будет проблем, ведь их Aquadrive будет крайне надежным, а детали для него очень дешевыми. Ну и, пожалуй, самая большая проблема – деньги. Разработка инновационных двигателей требует огромных инвестиций в исследования и разработки. Многие компании не смогли привлечь достаточное финансирование, чтобы довести свои продукты до массового производства. Благо, за эту разработку взялась столь крупная компания, так что она точно сможет довести ее до ума. Когда ждать на рынке? Окей, допустим, все предыдущие проблемы были решены. Компания представила всем новейшую разработку в парочке экземпляров. А что дальше? А дальше самое сложное – настроить технологические процессы, построить заводы, запустить производство и сделать это все в кратчайшие сроки с наименьшими вложениями. К тому же, это производство должно оказаться эффективным и крайне надежным, а процент брака должен достигать минимума. Ведь иначе ваша инновационная разработка точно столкнется с критикой на рынке. Никто не хочет покупать себе новый автомобиль, который из-за брака развалится на дороге спустя пару дней. Ну ладно, пожалуй, не буду я нагонять страх на вас. Давайте просто поговорим о самом важном, а что там с инфраструктурой в странах. До сих пор во многих государствах нет даже зарядок для электрокаров. Такое происходит и в Европе, и на Западе. Хотя, казалось бы, сейчас это самый настоящий тренд, ведь все вокруг используют или производят эти автомобили. Так что будет с новейшим двигателем, который работает на воде, а с ним будет очень и очень тяжело жить. И нет, не стоит думать, что подойдет любая вода. Если бы можно было просто взять и набрать воды из ближайшей речки или озера, то вопросов не было бы. Однако это 100% невозможно. Почему я так уверен в этом? Тут все дело в том, что просто невозможно функционировать сложному техническому устройству, в котором огромное количество маленьких деталей, в условиях, когда в него постоянно попадает грязь, да и какая-либо живность. Для подобных тачек потребуется специализированная заправка с чистой водой, а то и с дистиллированной. А теперь посмотрите на улицы своего города. Много ли у вас стоит хотя бы фильтров для питьевой воды? Лично у меня в городе их вообще нет. Вот и думайте, сколько времени пройдет, чтобы появились специализированные заправки для автомобилей, в которые потребуется заливать огромное количество чистейшей воды. А это вообще удобно? Но давайте мы с вами вернемся к отзывам счастливчиков, которые смогли воспользоваться этим чудом. Один из самых заметных плюсов – это тишина работы Aquadrive. В отличие от традиционных двигателей внутреннего сгорания, этот двигатель работает почти бесшумно. Когда машина на холостом ходу или движется на малой скорости, шум практически не ощущается. Легкий гул появляется только при активной нагрузке, но даже тогда он гораздо тише по сравнению с обычными автомобилями. Это особенно приятно в пробках или в городской среде, где уровень шума и так достаточно высок. Многие сравнивают этот шум с электрокарами, ведь по сути звук будет почти что идентичный. А что там с расходом топлива? Что касается потребления воды, Aquadrive действительно требует некоторого ее количества для охлаждения. Однако объем воды, необходимый для поддержания работы, сравнительно мал. В зависимости от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды или интенсивность использования, заправлять систему водой нужно нечасто. В среднем это происходит примерно раз в месяц, что удобно и не требует постоянного контроля. Сам процесс заправки довольно простой и быстрый, так что в повседневной жизни это не вызывает особых трудностей. Кстати, автопроизводители также могут быть рады, ведь вес подобного двигателя идентичен классическим ДВС. Может быть, он немногим больше, но это уж точно меньше, чем вес аккумуляторов у электрокаров. Если не автомобили, то... Кстати, я тут задумался, а почему все говорят об этой разработке лишь в ключе автомобилей? Ведь много где еще пригодится подобный двигатель. К примеру, Aquadrive отлично подходит для применения в малых судах, таких как катера, яхты или рыбацкие лодки. В морском транспорте важны эффективность, бесшумность и экологичность, особенно в зонах с ограниченным уровнем шума и выбросов, таких как природные заповедники или туристические места. Да и на лодке можно будет легко установить систему фильтрации и постоянно поддерживать запас топлива на борту.
году. А если подобную установку получится масштабировать до огромных размеров и высоких мощностей, то и огромные грузовые лайнеры могут начать ходить, используя для работы обычную воду. Какие в этом преимущества? Для нас с вами, как для конечных потребителей, сильно изменится цена на обычные товары. Буквально новый телефон или даже картошка в магазине значительно подешевеет, ведь производителю не придется тратить огромные деньги на транспортировку. А еще различные виды промышленных машин, такие как экскаваторы, погрузчики или подъемные краны, могут использовать аквадрайв для повышения экологичности и снижения уровня шума. Наверняка вас, как и меня, напрягает весь этот шум, который идет со строительных площадок. Так вот, подобные промышленные машины смогут существенно помочь с этим вопросом. Теперь у вас под окнами не будет тарахтеть какой-нибудь экскаватор, который будет убирать снег зимой. Ну или мусоровоз, который каждый день забирает урны рядом с домом. Общественный транспорт и энергетика. Я также хотел бы выделить тот факт, что во всем мире начали появляться очень удобные, комфортные и тихие электробусы. Это самые обычные автобусы, которые работают на электричестве. А теперь представьте, что вам не придется заправлять их по несколько часов на специализированных станциях, а также они будут еще более безопасными и маневренными. Это же просто чудо. И благодаря новейшей разработке это становится явью. В общем, как мне кажется, такие водные двигатели будут пользоваться спросом при создании общественного транспорта. Ну и, пожалуй, самое главное – производство электричества. Все вы знаете, что есть разные способы вырабатывать электроэнергию, сжигая ископаемые при помощи мирного атома или при помощи силы природы. Самым чистым и интересным, пожалуй, является способ выработки при помощи природы. Это и гидроэлектростанции, и солнечные станции, и ветрогенераторы, но, пожалуй, только первые могут отличиться высокой производительностью. Правда, строить их очень и очень дорого. Так вот, разработка Toyota позволит создавать, очень уж крутые и экологически чистые электростанции. Они будут очень тихие, эффективные, а использовать их можно будет очень легко рядом с водоемами. Просто ставишь очистную станцию, а после используешь эту воду для производства энергии. Это же просто гениально. Ну и, конечно же, как мы можем пройти мимо небольших дизельных генераторов? Они, очень полезные, ведь их можно использовать где угодно. На стройке, походе, для временного жилья. Правда, есть у них много минусов. Тарахтят они, очень громко. Воняют вечно выбросы. В общем, сплошной ужас. А теперь представьте, что вам не придется терпеть все эти недостатки. Ну не чудо ли? Когда ждать массовое производство? Но самый главный вопрос, к сожалению, остался за кадром. Когда же нам с вами ждать массовое производство и продажу этих замечательных двигателей? Смотрите, технология уже создана, остается ее только оптимизировать. Для этого нужно продумать технологические линии на заводах, нанять сотрудников, а также настроить поставки по всему миру. На все это такой крупной компании, как Toyota, потребуется пару-тройку лет. Хотя что-то мне подсказывает, что и на это уйдет куда больше времени. Нефтедобывающие компании уж точно не захотят отказываться от черного золота. Что уж говорить о том, что все, кому не лень, будут вставлять палки в колеса гениям из Японии, да и ситуация в мире и политике не самая лучшая. Так что, боюсь, разработка может оказаться на заднем плане, а мы с вами, как конечные потребители, увидим лишь очередные кроссоверы и другие не самые качественные автомобили. Хотя, как по мне, Toyota производит только крутые и надежные тачки. Но я, конечно же, надеюсь, что все мои мысли окажутся неправдой, и мы с вами сможем уже завтра купить себе машину, которая будет ездить за счет воды. В этом видео мы с вами обсудили новейшую, удивительную разработку японских инженеров. А как вам этот двигатель? Пишите в комментариях о том, как скоро мы с вами сможем купить машину, которая будет ездить на воде. А я лично еще раз отмечу тот факт, что в компании Toyota работают настоящие гении и профессионалы. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.